Доброе утро. Сегодня выезжаем, выселяемся из отеля. Будем ехать В Черногорию. Я забронировала отель на букинге в Будве. Не знаю, понравится, нет, но вроде бы первая линия. Посмотрим, как все будет. Еще по дороге хотим заехать в Дубровник. В общем, путешествие мое продолжается. Всем хорошего дня. Проезжаем красивые новые мосты, также современные туннели. Проезжаем туннель 2000 метров. Дорога от Падацы до Дубровника 121 километр. Ехать приблизительно около 2 часов. В принципе, пейзажи красивые и время пролетает очень быстро. Практически в каждом хорватском городе есть какие-то красивые старинные крепости или крепостные стены. Вот опять проезжаем какую-то красивую крепость. Заезжаем в Дубровник. Такой красивый мост. Едем сегодня в Черногорию, в Будву. А сейчас по дороге заехали в Дубровник. Час катались по улочкам этим узким. Там, если заехал чуть-чуть не туда, то уже поворот не повернешь. Все время выезжаешь куда-то за город. Короче, крутились, еле-еле нашли паркинг. Сейчас поставили машину и идем к достопримечательностям. Старый город. Не знаю, что мы там сейчас увидим. Но, надеюсь, будет интересно. Спускаемся по вот такой вот дороге вымощенной. Такие каменные заборы. Вон видно, живут люди, сушится стирка. Такие улицы здесь. Вышли на такую оживленную площадь. Здесь интересные такие фонтанчики. Чем-то она мне напомнила наш Приморский бульвар. Есть что-то похожее. Тут очень много людей сидят в ресторанчиках, а также просто ходят, гуляют, любуются крепостными стенами. Кто-то сверху заходит на крепостные стены, а вот вход в старый город через этот мостик. И вот мы попадаем на самую главную улицу старого города. Она очень оживленная, и здесь находятся все самые основные достопримечательности. Это и церковь Святого Власия, и дворец Спонса в стиле Ренессанс. Сразу поражает это великолепие и такие мощность этих построек. Попадаешь, как, я не знаю, в средние века. Очень много здесь туристов. Идешь, просто любуешься, и я не знаю, я так думаю, все, которые попадают в Дубровник, восхищаются вообще этой красотой. Дубровник был основан в VII веке, и старинное его название Рагуза. Как и все хорватские города, Дубровник был во владении у многих государств. У Венецианской республики, и Австро-Венгрия тут была, и Югославия, в общем, как и все хорватские города. Мы прошли по основной улице, а сейчас вышли на такую гавань. Здесь стоят кораблики прогулочные, тоже много людей. И когда отходишь, получается, от этого самого города чуть-чуть дальше,
это все смотрится еще грандиозней. Здесь вообще очень красиво. В 1667 году в Дубровнике произошло разрушительное землетрясение, которое унесло более 5000 жизней мирных жителей. А также были разрушены многие строения, церкви, но городские стены выстояли. И вот сейчас мы можем любоваться такой красотой. Если подняться немножко выше, старый город окажется как на ладони. Очень хорошо его отсюда наблюдать. И все это возле моря и гор. Погуляв по старому городу и забрав машину на парковке, мы уехали уже в направлении Черногории. Расстояние от Дубровника до Будвы 93 километра. Посмотрим, сколько мы будем ехать. Думаю, что не очень долго. Пейзажи уже немножко отличаются. Здесь какие-то горы немножко другие, как местами лысые, с каким-то коричневым таким или красноватым цветом, но тоже очень красиво. Навигатор нам предложил путь на паром, но мы все-таки поехали по другому маршруту. Вот мы уже и в Черногории. Ехали, прошли границу, Хорватию, штампик опять поставили в паспорт, и Черногория свой. И заехали, вот Которский залив сейчас перед нами. Своеобразно тут, конечно, чуть-чуть отличается от Хорватии. Мы тут в первый раз. Проезжаем красивейший город Котор и, немного проехав, попадаем в Будву. Как всегда, с букингом происходят чудеса. Указан адрес, получается только улица, это вот этот длинный проспект, и не номера дома, а просто название апартаментов. Ну, еще было указано, что это старый город. Ну, так как мы здесь первый раз, для нас как бы эти районы города непонятны, мы долго кружили по нему, то с одной части переезжали в другую. Но потом все-таки еле-еле с трудом нашли эти апартаменты. Вот так они выглядят. Получается, это как вид со двора такой. Здесь такой балкончик. И вот у некоторых людей есть балконы сверху, а у нас балкончик как бы возле лестницы. Вот так вот. Здесь очень, ну, так хорошо. Мы отправляемся к морю. Первая линия оказалась совсем не первой, и идти к морю где-то минут 15. Получается, когда идешь к морю, спускаешься вниз, а назад придется идти наверх. Но мы не расстроились, нам ходить полезно. Вот пришли на вот такую набережную. Здесь очень много катеров, лодок прогулочных, яхт.
Вечером люди сидят возле моря, ужинают с красивым таким видом, зажигают такие лампы на столах интересные. И очень это пользуется популярностью. Можно заказывать морепродукты, рыбу. Здесь все очень свежее. А мы искупались в море. В принципе, с дороги были уставшие, нанервничались. И немножко погуляли в этот вечер по старому городу и по набережной. Очень красивые здесь закаты. Ну и город сам интересный тоже, такой необычный. Есть что посмотреть. Но долго гулять не будем, мы будем отправляться в номер. Получается, вот старый город вечером тоже очень красиво выглядит. У нас еще будет время по нему погулять. Так немножко походили. Все подсвечивается, тоже много людей, много туристов. Кафешечки работают, такие интересные. В общем, все выглядит очень хорошо. Но уже наступает ночь. Мы вернулись к себе. Вот такой вид у нас с балкончика открывается. До завтра в следующем видео. Я надеюсь, что вам понравилось это, и вы поддержите меня лайком, подпиской, комментарием. А в следующем уже видео мы покажем пляжи Будвы, как протекает наш отдых, какие-то интересные места. Я думаю, будет очень интересно. До новых встреч!